На террористы похож. Сегодня первый день Рамадана. Такое ощущение, что сегодня какой-то праздник. Все прошло не так, как мы хотели. Гостеприимству здесь просто нет предела. И никто их не ворует даже. Угадайте, что? Мы остались в Курдистане. Это видео немного отличается от предыдущих серий из иракского Курдистана. Во-первых, мы объединили 2 дня в один выпуск, потому что они выдались, очень хаотичными. Сейчас сами все увидите. Вообще, мы уже собирались уезжать из Курдистана, но это оказалось не так просто. Всем привет из иракского Курдистана. Это уже наш 6-й день в этой стране, и мы все еще находимся в городе Сулеймания, или как местные называют Сули. Только что мы заселились в очень необычный отель, об этом будет чуть позже, но наш день начался не с этого. Сегодня наш день начался с того, что мы приехали в клинику сдавать PCR-тест, потому что мы уже скоро уезжаем в Турцию. Все прошло не так, как мы, наверное, этого хотели. Немножко все долго, неорганизованно. Нельзя получить результат по имейлу. Нужно еще раз сюда приходить завтра. А мы уже планировали отсюда ехать. Просто посмотрите, мы сейчас ставим картинку, как человек выходит, вызывает людей, вот так выкрикивая в толпу имена и раздает результаты тестов. Как Рома сказал, мы ожидали, конечно, что мы получим их онлайн, но да, судя по всему, нам нужно сегодня здесь остаться, чтобы дождаться тестов. В принципе, этим мы сейчас и занимаемся. Мы в какой-то такой буферной зоне, потому что нам вроде как хотят помочь тем, чтобы результаты были пораньше. 2 hours later. Короче, мы хорошо попросили, и нам очень добрая женщина помогла, и тесты будут уже сегодня вечером. Так что нужно еще раз сюда приехать, вообще в другую часть города, чтобы забрать эти тесты. Вроде бы хорошая новость и не очень одновременно. Так, мы встретились с Ланой, вы ее уже знаете с нашего прошлого выпуска. Будем кушать. На улицах Сули очень громко, шумно, колоритно, очень много людей. И сегодня первый день Рамадана, поэтому все рестораны типа должны быть закрыты, но по сути они открыты. Просто людей сажают за такими ширмами, штора такая, и там все кушают, кто не соблюдает Рамадан. Несколько людей нам сказали, что примерно 70% в этом городе соблюдают Рамадан, и примерно 30% его не соблюдают. Так как мы сегодня только позавтракали, мы уже хотим кушать. Я заказала себе овощи, то есть такой салатик и фалафель, и хлебушек. А я посмотрел, там была какая-то печенка, и заказал ее, даже не знаю. Но думаю, вкусно. Здесь вся еда вкусная. Потом мне пришлось, к сожалению, вернуться в отель, потому что у меня начиналась лекция по итальянскому. В это время ребята гуляли по городу и снимали контент для YouTube-канала Ланы. Вот, кстати, ссылочка на ее канал. Мы сейчас на самой главной улице Сулеймания, на Салим-стрит. И сегодня здесь еще больше людей, чем обычно. Потому что сегодня первый день Рамадана, и время сейчас почти 8, то есть солнце село, люди вышли на улицы, у всех праздник, все хотят кушать, здесь много еды, много чая. И да, есть действительно такое ощущение, что сегодня какой-то праздник. Люди кушают, наслаждаются, и мы наслаждаемся вместе с ними. Очень интересно готовить чай, то есть прямо на углях и на каких-то раскаленных камнях, как я понял. Ставят чайник, он нагревается, и так и выходит курдский чай. Мы уже, если честно, немножко устали от всей этой местной еды, от мяса, от риса, и увидели блинчики. Просто пекут блинчики с нутеллой, с всякими вкусняшками. Самое оно. Даже в Ираке есть конфеты Рошен. Вот эти конфеты. Как так вообще получилось, что с Украины занесло просто кучу конфет в иракский Курдистан? Интересный факт. В Сулеймании Рамадан перекрывает локдаун. Еще позавчера здесь был локдаун. Вчера приняли решение его полностью отменить, потому что Рамадан, все хотят повеселиться, покушать вечерком. Время сейчас 9:30, а город только просыпается. Очень много людей, прям столпотворение. Еды дофига просто. Играют в шахматы, всякие нарды, домино. Ну, короче, жизнь кипит. Окей. Это был, если честно, довольно сумбурный день. Сегодня, надеюсь, будет лучше. Сейчас уже мы выселяемся из отеля, в который просто заехали вчера на одну ночь, и я хочу вам кое-что показать. Это наш туалет. Та-дам! Вы где-нибудь такое видели? Я нет, и мы были в шоке. На самом деле это очень хороший отель, здесь все чисто, уютненько, тепленько. Даже вон есть такой балийский душ. Ну, то есть ничего страшного, это нормальный туалет, он чистенький, там все работает. Просто мы были в шоке, что он именно в отеле такой. Мы уже 7-й день в иракском Курдистане, и мы поняли, что мы пока что вообще не говорили про цены.
сколько здесь стоит еда, сколько здесь стоит транспорт, одежда и прочее. Поэтому сегодня мы постараемся потратить $10, это 15 тысяч иранских динаров. И посмотрим, какие здесь цены. Поехали! Наткнулись на такую лавочку, где дядечки сидят и делают своими руками тасвих, то есть это такие четки. И у меня в Казани есть брат троюродный, и он верующий, то есть он в исламе. И я хочу купить ему такой подарочек отсюда. Пойдемте узнаем, сколько это стоит. В общем, мне нужно заплатить 3000 иракских динар. И мне кажется, для ручной работы это прям очень дешево. Вот такую красоту мы купили. С такими пушистиками и вот с таким красивым узором. Ну все, погнали дальше. Несмотря на то, что сейчас во всем мусульманском мире Рамадан, как нам сказали, примерно 30% его не придерживаются, поэтому здесь все еще можно что-то найти покушать. А что мне с этим делать? Мне дали в подарок какую-то закорючку и говорят, что ее нужно просто кушать, но что-то мне страшно. Я ее помою. Троци. I will wash it and then try. Зарспас. Мне тут дали помыть мой огурчик. Мы сейчас купим одну вот такую лепешечку и покушаем, да? Да? يا اخي والله ناخذ بس شو هم كرديين نزانة كردي نو لازم Зарспас. Нам не дали заплатить за эту лепешечку, нам ее просто так подарили. Поэтому у нас такой бесплатный завтрак симпровизированный. Что-то на базарчике подогнали, что-то вот в такой пекарне. Мне кажется, нам не дали заплатить за нее, потому что обычно покупают вот такие стопки лепешек, то есть там по 6, по 10 штук. И он, наверное, даже просто не понял, какую цену за нас брать, потому что это очень мало. Давайте попробуем. Она еще такая тепленькая. Вкусненькая. Круто, да? Классно. Да, лепешки здесь очень вкусные, такие свежие, ну, потому что люди вот прям при тебе их готовят, она просто не может быть невкусной. Пробуем овощ. Это очень похоже на огурец, но он какой-то сладковатый. То есть у него какой-то есть необычный привкус, какой-то местный, но в целом очень похож на огурец. Мы ни в коем случае не ожидали, что нам удастся позавтракать абсолютно бесплатно. Но гостеприимству здесь просто нет предела. Люди в иракском Курдистане нереально гостеприимные, и это мы ощущаем просто каждую минуту, каждый день. Постоянно нас везде кто-то угощает, хочет что-то нам подарить. Люди здесь, особенные. Таких людей мы еще нигде не встречали. Добрый пожаловать в Курдистан. Я на террористов похож. Нет. Одной лепешкой не наешься, поэтому мы зашли в местную такую столовую, где кушают именно жители этого города. Я обожаю такие места, потому что здесь прям можно понять, чем питаются люди. Не какие-то там дорогие рестораны, где все немножко такое пафосное, а просто обычные места. Я заказал рис. Здесь рис едят во всех местах, абсолютно везде, всегда. И я заказал еще кайси. Это такой суп с курагой. Такая подлива, можно сказать. Ее тоже едят с рисом. И самое интересное, что эта подлива, она сладкая. Плюс мне еще принесли лепешки, воду и еще какую-то подливу для риса. То есть все тут крутится вокруг риса. И мне это очень нравится. Мне нравится кухня курдская. И этот прием пищи мне обошелся в 2500, что, как мне кажется, очень дешево. Что мне нравится пока что во всех курдских городах, которые мы посетили, это то, что здесь постоянно что-то происходит. Здесь везде продают еду, люди куда-то ходят, кушают, пьют чай, разговаривают, общаются, играют там в домино, в нарды. Постоянно какая-то активность. Как мне кажется, это очень круто и очень выделяет именно весь Курдистан от всех остальных стран, в которых мы были. В Ираке многие женщины ходят в платках, и поэтому на рынке есть много вот таких лавочек, где огромный выбор самых разных платков. И я хочу, наверное, маме привезти в подарок платок, потому что я живу в Казани, и иногда у нас тоже бывают такие мероприятия, где женщинам нужно покрывать голову. Задача – выбрать хороший платок. Есть такие варианты, они какие-то очень такие, мне кажется, для бабулечек, не очень прикольные, но зато видно, что откуда-то издалека. Или другой вариант – просто однотонные такие basic платочки, но просто мама будет знать, что я ей привезла его из Ирака.
В общем, я решила никакие платки не покупать, потому что увидела, что они сделаны в Турции. То есть какой смысл привозить из Ирака турецкие вещи? Мы ходим по этому рынку в надежде купить какие-то сувениры для Аделиной мамы, например, или для моих родителей. И это очень сложно, потому что в Ираке и в иракском Курдистане практически ничего не производят. Здесь экономика крутится вокруг сельского хозяйства. То есть здесь есть фрукты, овощи, орехи, финики, куча всего из еды. Но нету товаров местного происхождения. Нету одежды, нету каких-то сувениров. То есть даже банальный магнитик на холодильник здесь купить невозможно. Ни в одном городе мы не видели, чтобы их продавали. Вау, тут люди, которые меняют деньги, они просто пачки денег ставят прям на такие, стульчики, табуретки. И все, и никто их не ворует даже. У нас бы их тут же кто-то пробежал бы на мотоцикле или просто схватил бы эти деньги, потому что они очень плохо лежат. Это, конечно, культурный шок. Здесь, конечно, очень громко. Мы вообще наткнулись на такой импровизированный рынок с домашними животными. То есть тут в клетках сидят и какие-то белочки, и зайчики, и какие-то разноцветные цыплята. Кричат петухи, сигналят машины тут же. Вообще просто... так сумбурно, капец. Так, мы пришли в такое очень спокойное, уютное место попить чай. И чай в Курдистане подается с сахаром. Мы уже об этом говорили в прошлых выпусках, но каждый раз это не перестает удивлять, сколько сахара они кладут в одну чашку чая. Просто посмотрите, он на дне, его можно перемешивать, можно нет, но факт остается фактом. В Курдистане любят чай с сахаром. А сейчас мы встретились с двумя очень интересными людьми. Одна женщина, она из Франции, и она прям очень любит каучсерфинг. И, то есть мы не оставались у нее, но мы как-то через него с ней познакомились. И у нее сейчас как раз гостит один парень из Англии. И да, мы встретились, сейчас будем пить чай, разговаривать. И мне кажется, скажу вам по секрету, Рома сейчас первый раз попробует шишу. Да! Я никогда не пробовал кальян, потому что в Одессе, откуда я родом, как-то это считалось, немножко, что-то не модно это было. Вот. Я планировал покурить кальян, но пока что мы уже тут 7 дней, и нам никто не предложил покурить кальян. Все предлагают чай, там куда-то пойти покушать, но кальян пока что не предлагают. И сегодня, наконец-то, эта возможность появилась. Вот. Так что попробую кальян, посмотрю вообще, что это такое. Вот только что сказали, что это очень сильный кальян. So I just inhaled like a deep breath in, like a bong, and then take it away before you stop inhaling. more. Just keep sucking. Can describe it's not like high, but just Dizzy. Yeah, dizzy a little bit. Yeah. Like I think the same feeling was after I did paragliding. Like I get to the ground and I was like, wow. Круто, прикольно. Наконец-то я это попробовал. Мы так заболтались с ребятами, что вообще потеряли счет времени. У нас уже через 1,5 часа автобус, и мы поняли, что мы сегодня практически не ели, поэтому заказали еду. Сейчас быстренько покушаем, попрощаемся с ними и уже будем ехать. Стандартный наборчик, рис, потом из кураги супчик, подливка, овощи тушеные и курочка. Так, поели очень вкусную еду, мы уже начинаем привыкать к этой курдской такой традиционной еде. Вот. Сейчас будем уже потихонечку собираться, идти в наш отель за сумками и ехать на вокзал. Но очень не хочется, потому что мы встретили этих очень веселых людей, путешественников с Франции и с Англии, получается. Блин, так жалко всегда, когда встречаешь крутых людей, что нужно с ними расставаться. Снова русская музыка в курдской машине. Таксист только что угостил нас рахат лукумом, представляете? Просто достал из бардачка коробочку с рахат лукумом и протянул ее нам. Боже мой, как можно уехать из такой страны доброй? Спойлер – никак. Мы неправильно рассчитали время, опоздали на вокзал, а потом выяснилось, что автобус отъезжает вообще с другой станции. Угадайте что? Мы остались в Курдистане. Во-первых, мы сначала чуть не опоздали на автобус, но когда мы приехали на правильный вокзал,
Оказалось, что такого автобуса сегодня вообще нет. В общем, мы в шоке, но здесь настолько добрые люди, что, во-первых, нам не нужно платить за такси, потому что компания очень переживает за нас, что, типа, у нас отменился автобус, и поэтому они сказали, вы можете не платить. Это такой у них местный Uber, называется Кубак. Вот. А во-вторых, после того, как мы поговорили с офисом вот этой автобусной компании здесь, они нам сейчас перезвонили и сказали тоже, что они все порешали там сами, и завтра мы тоже поедем бесплатно, то есть там не нужно покупать новый билет. В общем, да, очень добрые люди, конечно, тут. То есть, получается, у нас будет еще один вечер в Сулейманье, и придется заплатить за отель, но зато сегодня вечером мы покушаем арбузик, потому что я чувствую, что я его еще не наелась. И снова здравствуйте. Нам дали даже тот же номер, в котором мы переночевали вчера. У нас осталось еще 4000, и мне кажется, сейчас самое время для арбузика. Арбузик с дынькой стоит 1000 иракских динар. Тут на тарелочке арбузик и дынька сразу. Очень вкусно. Очень спелая дыня, вот прям как самый сезон. А на дворе, напомню, еще только апрель. Как тебе кушается, когда... Сзади меня стоят солдаты с гранатами и пистолетами. Такое себе. Аппетит немножко перебивает, скажу я вам. Рома заказал себе рис и кебаб. Ему принесли рис, но еще дополнительно, просто вообще без вопросов, принесли вот эти овощи, фасоль и подливу. То есть получается, это как в Турции. Ты приходишь и тебе раскладывают там разные салатики. Тут тебе раскладывают вот такие полноценные блюда, и они входят в стоимость. Это, собственно, третий раз, когда мы кушаем одну и ту же еду за сегодняшний день. Рис, всякие эти овощички, какое-то мясо, хлеб. Третий раз. За $10. Помните, что я говорил сегодня утром? Сегодня, надеюсь, будет лучше. И сегодня был еще более сумбурный день, за который мы потратили чуть-чуть больше, чем $10 на двоих. Вот список того, что мы купили за сегодняшний день. Это просто удивительно, насколько дешевая эта страна, и что самое главное, насколько гостеприимны здесь люди. Потому что за некоторые вещи, за которые мы сегодня должны были заплатить, мы не платили, потому что просто люди отказывались брать деньги. И как для туриста, мне кажется, это идеальная страна, чтобы попутешествовать, познакомиться с этой уникальной культурой, с этими прекрасными людьми и подчеркнуть что-то для себя. Мы очень надеемся, что вам понравилось это видео. И вообще-то это последнее видео из серии наших иракских влогов, но не последнее видео из Ирака. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, там будет очень приятно. И до скорой встречи. Всем пока!